София работала в заповеднике на севере Индии почти 2 года. Каждое утро она выходила на пробежку по зоне патрулирования, чтобы размяться и встретить рассвет. Она обожала дикую природу, часто останавливаясь, чтобы послушать утренние трели птиц и приглушенные звуки животных. Когда она пробегала мимо ручья, вдруг услышала странный звук, слабый прерывистый писк, доносившийся из воды. Она сняла наушники и замерла, прислушиваясь внимательнее. Вдалеке, на тихой глади воды, она заметила маленькое существо, слабо бьющееся в волнах. Подойдя ближе, София с ужасом поняла. Это был котенок, который вот-вот утонет. Она мгновенно осмотрела окрестности, проверяя, нет ли рядом кошки. Никого не увидев, она решила действовать. Котенок был почти без сил, над водой торчала только его голова и одна лапа. София легла у самого края берега, тянулась так далеко, как могла, пытаясь ухватить малыша. Холодная вода быстро промочила ее рукава, но она не собиралась сдаваться. В какой-то момент София чуть не соскользнула в ручей, но сумела удержаться и снова заняла позицию. Наконец ее пальцы коснулись мокрого меха. Она крепко ухватила котенка обеими руками и, напрягаясь изо всех сил, перетащила его на влажный песок. Котенок лежал неподвижно. Его грудь едва заметно вздымалась. Глаза были закрыты, словно он потерял сознание. София быстро сняла ветровку, обернула дрожащее тело, подняла его на руки и побежала, громко зовя на помощь. Это была гонка со временем за хрупкую жизнь. В спасательном центре ее встретил дежурный ветеринар, доктор Раджив. Он быстро забрал котенка, проверил пульс и дыхание, подключил переносной дыхательный аппарат. София, тяжело дыша, стояла рядом, не сводя взгляда с маленького зверя. Доктор Раджив заверил, что внешних повреждений нет. Это, скорее всего, истощение. Они быстро вытерли мокрую шерсть, уложили котенка на специальный теплый матрас и поставили капельницу. София взяла полотенце и начала мягко массировать его грудь, пытаясь выровнять дыхание. Через 15 минут реанимации котенок слегка пошевелился и приоткрыл глаза. В его взгляде, хоть и слабом, вспыхнул крошечный луч жизни, и София с облегчением выдохнула. Его перенесли в отапливаемую медицинскую клетку и назначили ежечасный контроль. В тот момент София понимала, она сделала одно из самых важных дел в своей жизни. Через час котенок смог подняться, сделал несколько неуверенных шагов и поел мягкий корм. София, глядя на него сквозь решетку, видела, как в его глазах возвращается дикая сила. Она осторожно погладила его по спине через прутья, словно утешая. После этого София пошла домой, приняла душ и переоделась в форму рейнджера для дневного патруля. В офисе она встретилась с Аруном, своим индийским напарником, и они обсудили следующую задачу – найти кошку, чтобы вернуть детеныша в семью. Доктор Раджив провел последний осмотр и подтвердил, что котенок достаточно окреп для долгого пути. София и Арун поместили его в транспортную клетку с мягкой подстилкой и водой. Пикап выехал из центра, направляясь к ручью, где малыш был найден. Они ехали медленно, высматривая следы и прислушиваясь к звукам джунглей. Навигационный прибор показал сигнал о крупном животном в 3 километрах от ручья. Остановив машину, они пошли пешком, осторожно ступая и прислушиваясь. Вскоре донесся низкий рык из-за группы густых деревьев. Подойдя ближе, они увидели кошку с 2 котятами, ходящую кругами и громко зовущую кого-то. Кошка выглядела встревоженной, оглядывалась по сторонам, словно искала потерявшегося детеныша. София была тронута. Это, без сомнения, была семья спасенного котенка. Они остановились примерно в 50 метрах, чтобы не спугнуть. Поставив клетку на землю, осторожно открыли дверцу и отошли к машине. Котенок вышел, замер на секунду, а затем громко пискнул и побежал вперед. В тот же миг кошка и 2 малышей повернулись. И через несколько секунд вся семья была вместе, обнимаясь и трясь друг от друга. Кошка прижалась головой к спасенному малышу, как бы проверяя, что это действительно он. 2 других котят радостно прыгали вокруг, играя в лучах послеполуденного солнца. София закрыла рот руками. Ее глаза наполнились слезами. Арун достал камеру и стал снимать каждую секунду этого редкого момента. Постепенно кошачья семья растворилась в золотом свете джунглей, шаг за шагом уходя в чащу, словно ничего не произошло. София и Арун собрали клетку, наблюдая, как силуэты полосатых исчезают вдали. На обратном пути они обсуждали удивительный материнский инстинкт кошки.
София чувствовала, что стала сильнее в своей профессии и еще больше верит в то, что делает. По рации позвонил доктор Раджиев. «Все в порядке?» «Отлично», — ответила она радостно. В тот же день в офисе София записала все в журнал наблюдений. В графе «Особые случаи» она написала: «Спасенный котенок воссоединился с семьей». На доске объявлений повесили фотографию котенка с подписью «Вернулся домой». В центре провели небольшое собрание, где Софии вручили грамоту за храбрость и преданность делу. Она лишь улыбнулась и сказала: «Я просто сделала то, что подсказало мне сердце». Вечером она вернулась домой, налив себе чашку чая, долго смотрела на красный закат. В ее сердце этот котенок навсегда останется символом надежды и жизни. Она подумала, что работа рейнджера — это не только охрана территории, но и защита каждой живой души в природе. На следующее утро она снова надела кроссовки и вышла на привычную пробежку. Рядом с ручьем следы котенка еще были видны на влажной траве. София остановилась, улыбнулась, глядя в сторону джунглей. Где-то там семья кошек мирно жила своей жизнью, не подозревая, как близко была к утрате. София повернулась и побежала дальше, неся в сердце веру в чудеса и новый день, который снова подарит надежду. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.